Нихуйно, бля. Нихуйно. У вашего ублюдка на Е3 или на Минотавре, блядь, открытый НЛД, не проблема, блядь. Толкаете себе контейнер, прячете вообще НЛД нахуй и все. Короче, хуйта мне не нравится. Возрождение, вот то, что я в декабре я услышал, думал, что-то классно, какие-то боты нахуй, какое-то восстановление. Вот она красивая, базара 0, да. Хоть не легкие нахуй. Ля какой, блядь. Моделька Лего нахуй. Я не понимаю, хули ты ноешь, в каждой игру наносишь топ-1 дамаг, перманентный бан даже читать не буду. Долбоёб ёбаный. Тебя на канале Вилграни заждались, пиздуй отсюда. Hello, dear tankers. Привет, танкисты, меня зовут Майкл. Кто ты там? Подожди, кто? Hello, dear tankers. My name is Michael. I'm the publishing director for World of Tanks. Ну, если по публикациям, так сказать, ладно, простительно, а то я хотел ему пиздануть, блядь, по затылку. Ладно, осуждаю, конечно, не хотел, блядь. Мы осуждаем рукоприкладство в любом виде, блядь. Конечно же, осуждаю. Вы же знаете меня. Чтобы я кого-то ударил, я слабак, блядь. Меня мухово отпиздить может, блядь. Поэтому Майкл красавчик. Только лысину ему как-то криво наклеили, блядь. Вот. Ладно, Майкл, рассказывай. Today I would like to introduce you to a new video series the team has been working on. Давай. The goal of the series is to bring you guys as close to the world. Не, Майкл красавчик, он за видео отвечает. Видите, он видео на 23-й год делает. Майкл красавчик, я по ему руку пожал бы нахуй. Вот Майклу я пожал бы руку просто, блядь. Вот, а если бы Майкл еще отхуячил всех, кто у него в офисе сидит, блядь, это было бы вообще красиво. Не, Майкл красавчик, нахуй. Да. And the beats that we have planned for Давай, 2023 Давай. is possible. We are working on a lot of new features that are coming to the game this year. New tank lines, new game modes, and improvements of game mechanics. Давай, It's Майкл. really exciting, and I would love you guys Очень to have интересно. a look on what we have prepared for you right now. Показывай, right We now, are давай. excited to announce the arrival of Japanese tank Japanese destroyers, a ПТСАУ, line блядь. we've been developing and balancing for quite a while. Researchable from the tier 4 Такой пиздеж, блядь, сходу. Сейчас. line we've been developing. Мы довольно давно работаем разработкой, там, этот, блядь, и балансировкой этой веткой. Кому они пиздят, что они-то, блядь, разрабатывают? Нарисовали хуйню от пизды, и что-то, что вы там балансите? Вы что, конченые, блядь? Developing and balancing for quite a while. Researchable from the tier 4 Chi. Игроки уже давно ждут эту линейку. Какие игроки, блядь? Какую нахуй линейку ждут? Ты что, идиот, блядь? This line of tanks has been awaited by players quite some time. These tank destroyers will feature thick frontal лобовой armor броней, and кстати. big guns, Крупными пушками. more commonly seen on the high seas. They will definitely not be the sneakiest or Заметны most будут. subtle of tanks on the battlefield. Заметны будут ПТ. ПТ заметны будут на поле боя. Конечно, будут заметны. Но рентгеном они будут заметны, блядь. Instead, making their presence known with their dangerous AP and HE shells, both having high alpha damage. Альфа In terms damage, of блядь. playstyle, these tanks will be similar to the non-turreted На немецкие будут похожи. Все ясно, можно не качать, блядь. German tank destroyer line, with variations depending on the tier. If you're the type of player who likes big guns and you cannot блядь. lie, Мне вот это нравится. Как, блядь, знаете, вот этот вагончик, блядь, на земле стоял, но был вагон, из него сделали жилище, а потом вот вагон переварили, блядь, и сделали из него нахуй танк, блядь, просто. Да. This line will be for you. Let's get started with details. Начнем с деталей, Say давай. hello to the Honi 3 Honi, at блядь. tier 5, which can carry a Невероятный танк. 75mm cannon Бля, я, видите, все-таки насрал ему кто-то в люк, блядь, and has правильно. decent armor. Хорошая And at tier броня, 6, кстати. The Type 95 G-Row. Based on the Type 95 Rogo chassis. На шасси Rogo, блядь. 75 Который, в свою очередь, на шасси Т-28. or 105mm cannon. The Tier 7 Cheeto SP is like many tank destroyers Пиздец, просто арта Лоррейн, нахуй. of the period. Based on turning the hull of a heavy or medium and adding a lot of armor. And Погодите, чего еще Based on раз? turning the hull of a heavy or medium Отличается тяжелым или средним корпусом. and adding a lot of armor and a big gun. At Tier 8, we have the whole Хари, блядь. Ля какая, пиздец. Су-100Y. О, это на Чири базе, ебать. Это нахуй наш выбор, There are блядь. 105 Давай. or 120mm cannon. Your Полный opponent will cannon, question блядь. whether they feel lucky before peeking in its presence. Все правильно. Following this, at Tier 9, Кори we have the 1. whole Но это Ring просто пиздец. Углы наклона брони впечатляют, нахуй. based on the Ну, hull. готовимся к тому, что вот тут будет 290 и будет протыкаться хуем, блядь. The Type 5, it has good armor and is capable of equipping either a Хотя девятка, какие 127 нахуй or 290, блядь. 149mm cannon.
Полный кэнон. Finally, 10-й tier левел. 10, there Хори is the 3. whole Re 3. Looking and playing. Я правильно понимаю, что вот они, ну, как бы не делают вот эту ПТ с передним расположением рубки, потому что катки будут перетяжелены? Я понимаю, что здесь рубка сзади, но вот эту хуёвину, вот эта дресня на себе тащить может, да? Я понял. Very similar to the Jagdpanzer E100, only 149 with a миллиметров, блядь. 149mm Невыдуманные cannon. танки, блядь. Before the release of the tech tree, you can expect to see the arrival of a tier 8 Ну это premium Лоррейн, called это просто арта Лоррейн, посмотрите, блядь, ну один в один нахуй. the Type 5 car Это по секретным документам, короче, ну, вот прихода это, типа, понимаете, это не Кокс уже, это Герыч, ну, это реально, это Кокс был, нахуй, в 15-м, это Гера, блядь, это уже Гера, это не приходит в офис и говорят, короче, нам нужно, нахуй, японскую ПТ делать, ну, и у них там вот главный, кто, блядь, за ветки отвечает, он говорит, делаем как всегда, там по-любому сидит какой-нибудь новичок в офисе, и он говорит, бля, как всегда это как, ну, он такой, мы берем уже существующий танк, нахуй, просто перекрашиваем его, добавляем пулемет, бля, и называем новый танк. Все, взяли, блядь, бирюзовый Лоррейн, покрасили в зеленый цвет, добавили пулемет, нахуй, хуяк-хуяк в продакшн, ПТ японская, нахуй. Из французской арты, блядь. Блядь, да жопа, бля, одна и та же, просто охуеть не встать, пиздец, не, жесть, я хуею, Good penetration and great damage. Great damage, блядь. Я предчувствую уже грейт углы вертикальной наводки, блядь, вот с этой хуйней. Я вот уже предчувствую эти, блядь, сколько, 6-7 градусов. И, блядь, рубку, наверное, как у Тигр 8.8 в 250 миллиметров. Я уже предчувствую грейт, блядь, 390 от ТСА 3 въебало нахуй под любым углом. Вот это я предчувствую, да. Details, armor layout, and more information. Look out for news on our portal. Ну, вылетая, блядь, Лорена. Кто крышу заделал. Next, we have random events. The first part of our dynamic objects mechanic teased in December. These events will take place in certain areas of the map and will create new objects which you can use tactically and strategically. Random events will create an environment. Учитывая, что эти долбоебы не могут отбалансировать карты, а теперь представьте, что карты будут динамически изменяться. И кто-то скажет, что ну ты же все правильно говоришь. Нет, я все неправильно говорю. Мне плевать, что баланс станет еще хуже. Если вы думаете о балансе в этой игре, это один из трех. Вы либо шизоид, либо пидорас, либо ваша мать шлюха. Мне самое главное, чтобы просто было больше всего. Потому что из этой игры уже, блядь, ну, уже, блядь, контента нет. А так, вот корабль приплывет, разъебет полкарты. Добро. For the player that evolves along with their battle. Giving even our most veteran players. Если это будет в отдельном режиме, они могут нахуй сразу продавать свой варгейминг, и все. Это должно быть исключительно в рандоме. Это должно быть всегда, и это реально должно быть рандомно. Это не должно зависеть от ХП. А я подозреваю, что это будет патентом кислого. Вы представьте, одна команда сосет. И сосет та команда, которая по патенту кислого сосать не должна. Вдруг кто-то сможет патент кислого переиграть, взводом, например, да? И вам нахуй на голову пизданется какая-нибудь хуйня, просто тупо рандомно, блядь. И патент кислого вернет вверх. Эта хуйня должна быть в каждом рандомном бою раз. Она должна быть действительно рандомной два. Не зависеть ни от счета, ни от хп, ни от времени, вообще ни от чего. Просто тупо рандомно. Тогда это будет топ. Fresh field to gameplay. Random events are framed in a red border. Но еще и с предупреждением, блядь. With a timer notification. You should leave this zone before the timer runs out. Bad things will happen to your tank. For example, a blown up bunker on the map will create debris. Then you can use... У вашего ублюдка на Е3 или на Минотавре, блядь, открытый НЛД, не проблема, блядь. Толкаете себе контейнер, прячете вообще НЛД нахуй и все. Нахуй и все. Parts of that debris as cover. Some locations will also feature new containers and concrete blocks. Positioned there from the start of battle that you can move with you as you push the flank. We will continue to work on night battles and dynamic water behavior on maps. Ночные бои пиздец жду. Players have been eager for both of these. Вот ночные бои пиздец жду. More information as soon as we can. Details about random events testing as part of the recon missions will come soon. So be ready to give us your feedback. I hope you enjoyed the features that we just saw, ladies and gentlemen. And let me assure you that there's more really good content coming your way. English. As of right now, it's a bit early to talk about it because it's obviously still in development
and a lot of changes are happening in the meantime. So it would be a bit unfair to give you already an overview. У тебя лицо грустное, блядь, и никто денег не даст, блядь. Улыбайся, In April, the next episode of this new series is already planned, and we are working on to write you more details on what we are cooking for you. Ну как By the way, спасибо. Хочу, чтобы замок на Химках там падал дирижабль тупо на падает. банан. Бля, Майкл, давай, ты там пиздани разработчикам, пусть экипаж новый вводит, у меня гайды, блядь, скоро закончатся. У меня гайдов осталось месяца на 1,5. Вот, давай, не выебывайся, мне надо новый экипаж, мне нахуй гайды перезаписывать надо. Давай, Майкл, сделай все, блядь, красиво. Нет, это не выебывайся. Вот, давай, Майкл, давай. just something I need to share with you. A couple of years ago, when I was still in community management, there was one feature. Если есть модераторы в чате, этот политический биомусор 14-летний вынести нахуй из чата подчистую, иначе я сейчас начну стрелять, блядь. The Germans back then always asked for, and these were night maps. And I'm really, really excited about this coming our way. О, заулыбался, видите, я же говорю, улыбаться надо больше, блядь. I've seen it in other games. Я видел их в других играх, cool, and I think кстати. it will be a lot of fun to play. So enough about my passion for night maps. Obviously, there's more features that we are currently working on with the dev team, and a lot of focus, obviously, is also dedicated to reoccurring game modes such as Steel Hunter and the Onslaught. Спасибо. Бля, смотришь на ночные и зимние карты. Ивент на НГ. Начинает казаться, что могут, когда захотят. А у них всегда могли те, кто делают видео, и те, кто делает графику, блядь. Я графику всегда хвалил, мне только гамма, блядь, в новом графоне не нравится, она ублюдочная, блядь. А сам графон, он хороший, блядь. Вот. Ну, ладно, сейчас я биомусор, блядь, перебаню, нахуй. Вот. Такая вот хуйня. Но ну ты понял, бля, о чем я. Ну как там с деньгами? Спасибо. Кто-то в 2023 в Wargaming поиграл в Battlefield 3 2011 года, открыл для себя Levolution. Изменение уровня. Спасибо большое. Mode. Those game modes are the backbone of World of Tanks and constantly need improvement. And obviously we are doing Ну this как for там you с guys. деньгами? Все донаты Мьючу, объясни мне, дураку, это все будет на ру-серверах или только в Америке, а Майкл красивый, бы ему вантус на башку поставил. Это зависит от степени шизофрении кое-кого. At the same time, like in any other MMO, она крайне высока, balancing. блядь. Very important and something we are dedicating a lot of time and resources to as well. So let's have a look what we prepared here for you. Давай. First, Видите, for you, для меня, блядь, подготовили. Лично для меня, не для вас, нахуй. Понимаете, лично для меня. Майкл красавчик, пиздец. Я пойду к Майклу, блядь, работать. Будем с ним видео, нахуй, записывать по танкам. share some details about Steel Hunter Возрождение, Reborn, остальное. the Это, блядь, variation интересно, это of the режим или classic подрежим? mode, Классический faster-paced режим с более бы... action, Ой, respawn, блядь, and еще и... even Нахуй они AI. нужны, We're блядь? working on a mechanic that will allow players to respawn in a safe location, giving players an opportunity to get their bearings before getting Блядь, back вот into это the нахуя, action. блядь? Should you find yourself struggling to level up quickly, or maybe you're just a cautious player, we are also planning to осторожный игрок, reduce the gap кстати. in power between the levels. That should give you the confidence to seize the moment and secure that much needed damage and loot. Additionally, the heal ability called Recovery Восстановление, блядь. has also been reworked to better support players as they fight it out on the battlefield, meaning you shouldn't be afraid to really Бля, keep какой your бред, hit points нахуй. topped up. If it makes tactical sense, of course. Короче, хуета мне не нравится. Altogether, Возрождение, вот то, что я в декабре я услышал, думал, что-то классное. Какие-то боты, нахуй, какое-то восстановление хп. you can Чего, expect блядь? Steel Hunter Reborn Облегченная to be an версия. easier version of Steel Hunter. Понятно, that's ясно. just as competitive and fun. Короче, Возрождение не играем, нахуй не надо. A mode that you will want Это to play. для подписчиков Юрсаныча, блядь. Чисто ботов попиздить, блядь, тупых, блядь, картофельных. ХП повосстанавливать, деньгами? не отъезжая с базы. Привет тебе и Сочи, всех благ тебе и близким. Первый донат тебе Император защитит. Спасибо огромное, тебе и Сочи большой привет. Спасибо. Time and time again. To further encourage this, we will be making changes to armor layouts and armor screens, as well as improving the Чего, auto-aim блядь? feature Функция and автоматического adjusting shells, прицеливания, which блядь. should make dealing damage on the Короче, move. это совсем для долбоебов, блядь, сталых. Вот эта хуета, блядь, походу. Улучшат, блядь, автоприцел, который, походу, будет белки как в там глаз, с деньгами? блядь, попадать. Блядь, возрождение, восстановление, блядь, ХП. Все это против ботов, блядь. На кого нахуй это ориентировано? На Юрзасаныча? Так Юрзасаныч снял видео, блядь. Я остаюсь с Лестой, как там? и вот почему, блядь.
Спасибо за труды, многому научил, перегайды на нерфанутых будут, само собой. Мы повторно вышли в бой, снова выебли толпой, дали в рот, вспотела шея, мы подписчики амфея, блядь, осуждаю. Спасибо. Ясно. Игровой режим на адрес. Новый прогрессионный стиль. Mode-specific progressive style and various quality of life improvements based on player reactions to the first episode. Relaunch of Season of the Griffin will see changes to the progression system for victories, making the missions easier to complete and lessen the time you wait before receiving rewards. We will also introduce new maps to the map pool, Airfield and Glacier. All maps will be continually balanced throughout the year. We used a lot of data and player feedback from the first Onslaught to rebalance the perks, to increase the variety in tactics. Что они нахуй? Это апнули, это, значит, понерфили, арту понерфили. Это я хуй знает, что это, блядь, боевой. Эту хуйню еще сильнее апнуть, что ебанутый, что ли, совсем, блядь. Они понерфили одну хуйню, только две, блядь. Это я вообще не помню, что, блядь. Это перебаланс, блядь. О, все ясно. And tanks chosen in the game mode. We will also remove the ping limit for players in super platoons and increase ping limit for players in... Вот единственное хорошее изменение в надрезке. Они уберут разницу по очкам для формирования взвода. Кто не в курсе, раньше, типа, все в одном взводу должны быть, там, с разбросом плюс-минус 10 очков или что-то типа того, а сейчас вообще похую. Вот это правильно, нахуй. General, making coordination это правильно. Easier. Additionally, we will remove the limitations rank matching in a super platoon and make sure super platoons do not meet solo players. Throughout spring, we will be testing internally additional mechanics for Onslaught. Player sentiment and data will be at the heart of the changes and balancing throughout the year. Хорошо. Все, Майкл, все заткнись, иди нахуй. Like qualification battles expected in autumn, more detail on those coming later. Хорошо, все, давай, Майкл, не выебывайся. And finally, Frontline should return in the middle of 2023. Да он уже умер, for those нахуй, who want to фронта, grind their tier 8 tanks or credits. Firstly, we have been hard at work optimizing the game mode in order to improve both stability and performance for most players. There will be a brand new desert map called Fata Morgana, and as you can see here, it's a very beautiful map with some cool map locations that are both unique and beautiful. At least we think so. The main goal for this... Братан, ты мой... Он говорит, уберут лимит пингов по карте, а не ограничения по очкам. Тогда я долбоеб, братан. Все, мяу, тогда это я долбоеб. Ты мой первый донат не прочитал, прочитай, пожалуйста, тебе желаю... Так я все вроде прочитал, братан. Нет, вышли дружно все мы в бой, отъебали нас толпой. В попу в рот отпали уши, мы подписчики от Юши, блядь. Спасибо. Блядь, да, дико, извиняюсь, проебался. Map was to improve and increase play between the lanes and give players a feeling of a truly huge map with lots of action. The Craftwork map has also seen extensive rebalancing, which was tested recently on Common Test. All these changes will balance the win chance for both teams by increasing the cover in key locations. Блять, лайки-то нажмите, 6000 онлайна, блять, 1000 лайков. Вы чё, блять, господа, нахуй? Жмите лайк-то, блять, чё вы как неродные, блять? Balance how easy they are to attack or defend, depending on the zone. You can expect various quality of life improvements the next time you see Frontline. For instance, battle reserves will now upgrade simultaneously across all 3 slots. For every player that earns the rank of general in your team, limited to a total of 10, every player in that team will gain a bonus to their tank characteristics. Once more, this is just a quick peek into the future of Frontline, and you can expect more details about the mode as it comes closer to release. Yes. Welcome back. Now let's talk about the one-off events that we are working on as well, such as the fun event platform and some of the other seasonal events that we are working on. One of them being the Waffenträger event, which is my personal favorite, simply because I'm biased here. And when I hear myself saying Waffenträger, it sounds actually very odd to me. I should say Waffenträger
That's the only way how to pronounce it. Хорошо. Enough of the Waffenträger. That's for later this year. Пройдет Now в let's этом have a году. look what else we are reworking and rebalancing in order to improve our favorite game. Нашу любимую игру We plan улучшить, to have блядь. continual Куда сильнее то vehicle улучшить. rebalancing in 2023. Но это уже анонсировано. As you have seen already from Это our тоже. comment test, we're И starting with это. a focus on improving out-of-meta tanks to make them more И popular это. and appealing to play, as well as balancing those vehicles И that это. data shows are currently overperforming slightly. You can check out the article on our portal for more Надо было в ЛД 30 мм делать, они сделали 40. Ебанутые, блядь. details about these current balance changes. You can be sure this is not the last set of vehicle rebalancing we'll Вот это имба лютая, блядь. Спасибо, что понерфили, нахуй. see in 2023. Ой, блядь. This is just the first wave of the year, with more potential changes in the future based on Ой, observations блядь. and evaluations of vehicle performance. Finally, the crew rework will be introduced in 3 three этапа, нахуй. main Экипаж. stages. А как это? In stage 1, we will Переобразуем все convert навыки. all Ну, skills Ну как and там с деньгами? спасибо. Лайки жмем. Добра тебе Да, из привет, Мурманска. привет вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, новые перки. Ага. perks into a single perk system, and we will rework and rebalance those perks, as well as introduce new ones. Так. Our aim is to give you Да я понял, а во more options втором towards этапе perk что, блядь? selection that better suit your ability and playstyle. Additionally, all perks will now activate as soon as you train them Да to это понятно, 1% заебал. and become more Это уже effective говорили, as they блядь. train closer to 100%. Но. In stage 2, we plan to overhaul and improve the user interface. Заебись. Все, отлично, отлично. Значит, в первом этапе перков они полностью завозят все до единого новые перки и перебалансят старые. То есть все перки уже будут готовы. Во втором этапе они полностью переработают интерфейс. В третьем этапе он сейчас расскажет, но мне уже не интересно. Я почему так переживаю-то, блядь? Мне гайды перезаписывать, ебать, рекламу-то вставлять. Вот, получается все. Как только выйдет нахуй первый этап, уже можно гайды перехуячивать, потому что все перки будут переделаны. Добро нахуй. Making it easier for you to work with Да, your это crew похую and вообще. manage your Да, barracks. нахуй, похую. We are sure that old and Похую. new players alike will Похую. appreciate Да this change. похую вообще, похую. Ну-ка, на третьем. Lastly, in stage 3, we will remove Ah. below 100% training levels for crew when being trained and retrained. Ну ясно, ясно. More details about stage 2 and 3 will be announced as we get closer to their updates. Ну понятно, But we давай. know many of you have had questions about planned Давай, crew changes in похую. 2023. Похую вообще. Похую. Now, let's talk about what you Давай. can look forward to Следующий in the эпизод. next Автопушки. episode, starting with more details. Знаете, что мне нравится в автопушках? Честно сказать. Сказать, что мне нравится в автопушках? Это не пулемет еще, это автопушка. Они стан не вешают, если вы понимаете, бля, о чем я. Ха-ха, блядь. On the new gun mechanic, auto cannons. Добро. Based on the comments in the last video, we want to clarify that it's not going to be an activation of the machine guns on the tanks, but a brand new gun mechanic. Furthermore, we plan to announce the new line of British wheeled medium tanks that will have one speed mode. А, не, стоп, средние колесные, не легкие. Ну, блядь, хоть не легкие, нахуй. Move slower than current wheeled vehicles. Ля More какой, details блядь. will come. Моделька Лего, нахуй. Блядь, ну вы знаете, колесные СТ это пиздец. Ну, на ЛТ ты обычно не останавливаешься, ну, вы же знаете, что значит колесника развернуть на одном месте, это пиздец. А на СТшке, ну, вам постоянно же вертеться нужно на месте, как ебанутому. И, блядь, развороты на ну, то есть СТ, это СТ. Ну, вот, я так подозреваю, это будет что-то типа леопарда, только на колесах. И развернуть его на месте, блядь, это пиздец, это будет очень неудобная хуйня, блядь. About this brand new type of medium as we get further on in the year. Ебать, 2 полигона, That's нахуй. all from me for this episode of Roadmap Highlights. I'll now pass you back to Michael.
Thank you, tankers. I hope you are as excited as we are about the features that we presented to you today and that we are planning to bring to the game in 2023. Head to the comment section if you have any questions about Ладно, what you have давай, seen иди in the video нахуй. today. Короче, в следующем патче точно выходит японский ПТ, это месяца через 2,5 будет. Я надеюсь, они туда новый экипаж затолкают. У меня как раз вот до следующего патча видосов-то и осталось, блядь, наверное. Пускай запихивают нахуй туда новый экипаж. Кто к стриму присоединился, у нас пизда, если что, тут полная, блядь. Полная дурка. Вот, надеюсь, ведут нахуй этот новые перки уже, первый этап, и все. И пусть нахуй идут со своими обновлениями уже дальше. На все.